Стая собак во время прогулки отказалась перестать лаять на припаркованный автомобиль, и их водитель вдруг услышал странный звук, исходящий изнутри. Она немедленно позвонила копам, и когда те проверили автомобиль, у них не было другого выбора, кроме как взломать его. Ники вспотела. Это был один из самых жарких дней в году. Лично она предпочла бы остаться в своей кондиционированной квартире, вместо того, чтобы совершать эту долгую прогулку под палящим солнцем, но как собачница она не имела такой возможности. Тем не менее, она перенесла свои прогулки на более раннее время дня, потому что волновалась о здоровье собак. У многих ее собак была длинная шерсть, и они не могли гулять при экстремальной жаре. Перед тем, как выйти из затененного парка, она напоила всех водой. Они будут на солнцепеке до тех пор, пока не доберутся до своих квартир, поэтому им нужно было увлажниться. Но все собаки были возбуждены, не могли устоять на месте, они хотели выбраться из парка. Стая собак тянула поводок, и впервые она заволновалась, что они утащат ее в противоположном направлении от ее дома. Все поводки были обернуты вокруг ее талии, чтобы собаки не смогли освободиться, но она не была крупной женщиной, и они могли увести ее, если захотят. Ники подумала, что, вероятно, они просто хотят добраться домой, потому что они истощены прогулкой. Но это было не то, что они запланировали. Собаки бросились к одной припаркованной машине и начали нюхать ее и лаять на нее. Ники попыталась оттащить собак от машины. Она знала, что ни одному владельцу не понравится увидеть женщину и 5 собак возле их автомобиля. Но стая сопротивлялась, и одна из собак даже подняла лапу и начала скрести машину. Ники была в ужасе. Ей нужно было увести их от транспортного средства. И сейчас же. Но не имело значения, насколько сильно она тянула и тащила, они не сдвинулись с места. Ко всему прочему, они находились под прямыми палящими лучами солнца, и она уже была вся мокрая от пота. Для пушистых собак жара могла быть опасной. Они могли получить солнечный удар и перегреться. Собакам нужна была тень. Она решила, что есть только один способ привлечь их внимание сразу всех. Она показала им карман со снегами на своем боку, и вдруг они очень заинтересовались своим водителем. Они сели перед ней, наконец, спокойные и молчаливые. И вдруг ее кровь застыла в жилах. Собаки производили так много шума, что она не могла услышать ничего, кроме них. Но теперь она могла услышать то, из-за чего собаки скулили. В машине было что-то. Она не могла понять, что это было, но изнутри доносилось тихое стонание. Ей нужно было что-то предпринять, но сначала ей нужно было разобраться с собаками. Она отвела их на небольшое расстояние и привязала под деревьями. Она также дала им воды и обещанных снегов, а затем вернулась к машине. Собаки были достаточно близко, чтобы она могла присматривать за ними, но сейчас она хотела выяснить, о чем они ей сообщили. Звук был очень тихим, но это точно был не просто странный звук машины. Она попыталась заглянуть внутрь автомобиля, но окна были тонированы, и она не могла увидеть пол машины. На секунду она подумала взять камень и разбить окно в большинстве мест. Если вы можете сделать скриншот прогноза погоды, показывающего экстремальную жару, и сфотографировать машину с закрытыми окнами и дверьми, вас не обвинят в повреждении имущества, если вы сломаете его, чтобы спасти кого-то или что-то. Ники оглядывалась в поисках подходящего камня, когда увидела приближающийся полицейский автомобиль. Просто действуя инстинктивно, не задумываясь, она выбежала на дорогу и замахала руками, привлекая внимание полицейского. Машина резко затормозила, и полицейские закричали на нее за безрассудство, что если бы они ранили ее. Но она быстро объяснила, что ей нужна их помощь. Полицейские вышли и пошли с ней к машине. Она рассказала, что ее стая собак отказалась перестать лаять на припаркованную машину, и она слышит странные звуки изнутри. Полицейские осмотрели автомобиль. Они тоже услышали шум и обеспокоенно посмотрели на нее. В машине определенно было что-то живое, но при такой жаре в салоне нельзя было сказать, как долго это живое продержится. Полицейские вызвали пожарных, но те все не появлялись. Прошло 10 минут, а они не знали, сколько времени осталось. Сначала они подумали просто разбить окно и открыть дверь, но изнутри они ничего не видели.
Они не знали, где в машине находится то существо, которое хотели спасти. Если они разобьют неправильное окно, осколки стекла могут ранить обитателя машины. Им придется сломать дверь. Самое простое и безопасное место было в багажнике, поэтому они взяли лом и подошли к машине. Ники подошла к собакам и проверила их, но не могла уйти. Ей нужно было дождаться, чем все закончится. Полицейские воткнули лом в багажник и физически сломали его. Сталь согнулась. Машина сильно пострадала, но у них были веские основания сломать ее, и они знали, что их за это не обвинят. Сработала сигнализация автомобиля, но они знали, что поступили правильно. Заднее сиденье было опущено, а на нем стоял животный контейнер. Они достали его и увидели 2 маленьких кошек, сжавшихся на дне. Котята выглядели слабыми и едва поднимали головы. Ники подошла с бутылкой воды, которую носила для собак, и дала котятам. Полицейские тоже облили котят водой. Котята жадно пили, но все равно казались вялыми. Было видно, что они очень больны. Полицейские были заняты тем, что делать с котятами, когда из близлежащего офисного здания вышел мужчина и начал кричать на Ники. Он был в ярости из-за того, что она сделала с его машиной. Полицейские сейчас сидели на корточках на тротуаре, пытаясь оживить котят, а он видел только молодую женщину, стоящую рядом с его сломанным багажником. Стая собак начала рычать, когда он подошел к ней, но сигнализация заглушала их лай. Собакам не нравилась энергетика этого мужчины. Он не казался вне контроля, но это был парень, который оставил котят в машине при такой жаре, так что они не могли знать, на что он способен. Он подошел к ней, продолжая кричать, но вдруг остановился, когда из-за машины вышли 2 полицейских. Тогда мужчина перенаправил свой гнев на них. Он потребовал знать, какое право они имели повредить его автомобиль или вломиться в него. Полицейские не ответили. Один из них просто поднял в воздух одного из котят, показывая этим мужчине точную причину, по которой в его машину вломились. Мужчина побледнел, как только увидел котят. Он был в шоке и чуть не упал в обморок. Он сел на тротуар и дрожащим голосом спросил, в порядке ли котята. Мужчина перед ними был совсем не тем злым парнем, которым он был минуту назад. Он был раздавлен. Он и правда думал, что они беспричинно уничтожили его машину, но теперь он мог только быть благодарен, что они вмешались. Эд совершил в тот день самую большую ошибку в своей жизни. Его кошка родила несколько недель назад, а котята почти подросли для новых хозяев. Он хотел отвезти самого маленького котенка к ветеринару на очередной осмотр. Вот почему он и погрузил их в машину утром. Он ехал в ветеринарную клинику, когда ему позвонили из работы. Важный клиент столкнулся с проблемой, и его босс хотел знать, сможет ли это съездить к нему прямо сейчас. Конечно, он сказал, что поедет немедленно. Его мысли были заняты решением проблемы, и он не подумал о пассажирах на заднем сиденье. Котята не издавали ни звука, должно быть, заснув в пути. Он доехал до офиса, запер машину и побежал решать кризис, совершенно забыв, что котята у него в машине. Он услышал сигнализацию своей машины, когда выходил, и подумал, что кто-то пристает к его автомобилю, пока не увидел котят. Ему было плохо от мысли о боли, которую котята уже испытали, и о том, как плохо все могло закончиться. Он продолжал благодарить Ники и полицейских за вмешательство, но, возможно, уже было слишком поздно исправить его ошибку. Насколько они знали, это мог быть его способ избавиться от ненужных котят. Он сказал им, где находится его ветеринар, и полицейский ответил, что отвезет туда котят. Ники предложила поехать за ними, но сначала ей нужно было отвезти стаю геройских собак по домам. Они были в отсутствии гораздо дольше обычной прогулки. Ники отвела собак и позвонила ветеринару, чтобы узнать о кошках. Котята были обезвожены и перегрелись, но после внутривенного вливания жидкостей они скоро должны были прийти в норму. Она вдохнула с облегчением. Она не могла перестать думать об этих крошечных тельцах, лежавших безжизненно в клетке, но была рада, что с ними все будет хорошо. На следующий день Ники снова выгуливала стаю в том же парке, когда получила огромный шок. Эдж ждал ее на скамейке и тут же подскочил, когда увидел. Она все еще не доверяла ему полностью, но странным образом на этот раз собаки не разозлились на него.
Она доверяла инстинктам собак, и их спокойное поведение тоже заставило ее немного расслабиться. Собаки были правы. Эд просто хотел поблагодарить их за все, что они сделали. Он дал каждой собаке большое лакомство и купил Нике холодный чай. Когда она спросила, не сердится ли он больше на свою машину, он просто ответил, что жизнь важнее любого неодушевленного предмета. Погладив всех собак, Эд еще раз поблагодарил ее и ушел. В тот день Ники поехала проведать котят лично. Она была в восторге и удивлена увиденным. Оба котенка были живы и играли. Они сильно отличались от того состояния, в котором она видела их в последний раз. Ее имя было в информации, и ветеринар с радостью поделился с ней тем, что они узнали. Она знала Эда, потому что он часто приводил к ней свою кошку на осмотр. Представители службы контроля за животными проверили условия содержания его кошки и сообщили, что она живет отличной жизнью. У нее были места для лазания и всевозможные игрушки. Она также была здорова и ухожена. Это открытие в сочетании с тем фактом, что у Эда и правда была запись на прием котят в тот день, подтверждало всю историю. Он действительно собирался отвезти их к ветеринару, как и говорил. Он оплатил медицинские счета за лечение котят и ремонт своей машины. Представители контроля за животными оправдали его, и его не обвинили в преднамеренном причинении вреда котятам. Не прошло много времени, прежде чем котята были готовы вернуться к маме и братикам с сестричками, а затем встретиться со своими новыми хозяевами. Эд постарался изо всех сил, чтобы у них была хорошая жизнь. Это было меньшее, что он мог сделать после того, как подверг их такой опасности. И, к удивлению, Ники стала одной из этих новых хозяек. Она усыновила 2 котят, которых ее стая собак спасла, и позаботилась о том, чтобы они больше никогда не испытывали такого страха. Котята любят собак и иногда даже ходят с ними на прогулки. Некоторым людям это кажется странным зрелищем, но Ники считает это логичным. В конце концов, они обязаны этим собакам жизнью. Какой замечательный финал. Вы когда-нибудь забывали что-то важное в машине? Вы тоже бы заподозрили это. Расскажите нам в комментариях. Спасибо, что смотрели. Присоединяйтесь к нам снова для еще более невероятных историй.